Всем привет, с вами Дэн, и сегодня Vacheron Constantin, один из трех самых главных, наверное, швейцарских брендов, который входит в так называемую большую тройку: Святой Грааль, наряду с Patek Philippe и Audemars Piguet, и вот Vacheron Constantin. Сегодня в travel чехле, ну уж как получилось, спасибо Алексею, который эти часы мне любезно дал для обзора, как и многие другие. Итак, Vacheron, и у нас модель 56, не так давно она вышла, и это современная версия, уже считается как культовой модели 56 года, ну собственно отсюда и название 56, у той модели был референс 6073. Как видите, вполне себе такая универсальная модель. С одной стороны классика, с другой стороны есть определенные нотки, может быть, связанные с таким люкс-спортом. И в целом, я бы сказал, это как раз из тех линеек, которые можно носить практически подо что угодно. То есть и костюм, и casual, и, в общем, все, что вашей душе угодно. Что касается характеристик, то здесь внутри стоит калибр на базе, кстати говоря, Cartier 1904. Этот механизм Vacheron называет калибр 1326. И поскольку обе марки входят в группу Richemont, калибр производит компания, детали производит компания Val Fleurieu, а сборку уже и отделку делает Vacheron Constantin. Ну, в общем, такая вот универсализация, да, получается, поскольку это, в принципе, характерно для швейцарских компаний, ну, тем более это характерно для компаний, которые принадлежат одной группе. Что касается характеристик, то 25 камней, 48 часов запас хода, 28 800 полуколебаний в час, есть дата, есть стоп-секунда, 142 детали и высота этого механизма 4,3 мм. Ну и, как видите, есть и автоподзавод. И этот калибр появился в 2018 году. А вот версия Cartier появилась примерно на лет 8-10 раньше. Ну и, как отмечается, доработал немножко Vacheron эту модель, этот механизм я имею в виду. То есть он там поменял пружину, что-то еще поменял. И также стоит из 22-каратного золота с мальтийским крестом у нас ротор автоподзавода. И, конечно же, нужно отметить, что вот у этих трех больших производителей из Швейцарии, Patek, Audemars и Vacheron, традиционно считается, что самое высокое качество отделки и механизма, и циферблата, и корпуса, и огромное количество ручного труда, естественно, применяется. Поэтому в плане отделки здесь, мы с вами, конечно же, посмотрим, но равных практически нет. Да, кстати, забыл сказать, очень интересная деталь. По механизму у Cartier 27 камней, а у Vacheron 25 камней. Корпус конкретно у этой модели стальной. Полировка, как видите, зеркальная, или как ее называют, черное зеркало, то есть когда идеально поверхности все отражают. Японские конкуренты называют такую полировку Заратсу, но нужно понимать, к сожалению, нет под рукой Grand Seiko, чтобы сравнить. Конечно же, это просто абсолютно разные уровни качества, разные уровни отделки и использования ручного труда. Поэтому когда некоторые говорят о том, что Grand Seiko это уровень топ, конечно, это уровень далеко не уровень Vacheron. Но немножко я отвлекся. Значит, также у нас в базе идет темно-синий ремешок из аллигатора, водозащита 30 метров, стекло сапфировое, циферблат сделан на базе латуни, есть суперлюминова на некоторых метках и стрелках. Ну и, конечно, надо нам с вами еще измерить размеры. Давайте посмотрим по ранту. По ранту у нас получается 37 с небольшим. Если посмотрим по корпусу, то 40,5 примерно. Высота 9,6 впечатляет 9,6 и 20 по ремешку. Ну и вот ушко до ушка 47,9, практически 48 миллиметров. На моем запястье, которое 18,5 в обхвате, эта модель сидит
очень даже приятно, она как раз вот приходится в пору. Но учитывайте, да, это не самые маленькие часы, как мы уже с вами вначале определили, это такая достаточно универсальная модель. То есть здесь никакой речи о том, что там 36 миллиметров костюмник, конечно же, не идет. Нет, универсал, и он очень невысокий, он очень удобный. Ушки, видите, они хоть и не самые короткие, но они сразу плавненько идут вниз. Задняя крышка плоская, естественно. И посадка у ремня здесь тоже удобная, хоть относительно большой промежуток между корпусом и ремешком, но это, конечно, не немецкая школа, да, здесь не так уж и много, но ремень приятно обхватывает запястье. Понятное дело, что часы уже были в носке, поэтому ремешок немножко приработался, а все-таки ремешки из аллигатора нужно немножко поносить, да, чтобы они максимально удобно были на запястье. В общем, уже ремешок в порядке и очень удобно. Что касается застежки, то она раскладная, да, достаточно такая, я бы сказал, плоская, хотя, с другой стороны, есть определенная высота. На двух фиксаторах и мальтийский крест здесь тоже обыгран в этой застежке. Ну и, конечно, застежку Vacheron полирует также качественно и тщательно, как и механизм и циферблат. Да, и, кстати, если уж мы с вами говорим про тех же японских конкурентов, важно понимать, что топовые швейцарские бренды и немецкие, они полируют все. И что видно, и что не видно. И стрелки сверху, и стрелки сбоку, и стрелки снизу. И то же самое касается и механизма, и тех частей, которые не видны никому. Да? Они будут видны только вашему мастеру, который будет разбирать эти часы. Но швейцарцы, конечно же, всегда делают все на 100%. Что касается веса, давайте посмотрим по весу. По весу у нас получается 69 грамм. Ну, практически такая невесомая модель. И, наверное, еще один важный показатель, который вы ждете, хотите услышать, это сколько такая модель стоит. Я посмотрел на Chrono 24 и модели чуть в БУ, да, состоянии стоят от 11 тысяч долларов, новые там стоят от 15 тысяч долларов. Знаете, эти часы больше раскрываются, наверное, когда ты держишь их в руках. Потому что, да, все эти фотографии, все эти рендеры, это не совсем то. А когда ты смотришь на них вблизи, то начинают проявляться детали. Ну, конечно же, первая и главная деталь — это то, что они полностью с зеркальной полировкой и, соответственно, блестят они максимально. Особенно, когда смотришь на естественном свету или тем более на солнце. Это все обыгрывает и отражает абсолютно каждую буковку, черточку и все, что вы видите вокруг. Поэтому на камеру, конечно, это чрезмерно может быть блестеть, но поверьте, конечно, когда ты в каждой грани, в каждом отражении, на каждом уголке видишь идеальное отражение, как будто бы смотришь даже на себя в зеркало, это, конечно же, несказанно впечатляет. И этим отличаются действительно часы премиального уровня, и за это, собственно, люди платят деньги. Ну, понятно, еще и за бренд, и в большей части за бренд, но, тем не менее, и отделка, и ручной труд здесь тоже имеется. Но помимо того, что здесь супер классная отделка, конечно же, очень интересный корпус. Казалось бы, он обычный такой круглый, но мне нравится вот это вот решение, которое его делает, ну, знаете, не то чтобы какой-то подушкой, да, но немножко есть шажок такой в эту сторону. Вот посмотрите, да, на ушки. То есть на ушках идет круг, и дальше потом небольшой такой промежуточек между вот этим рантом и ушками. И получается это как тоже часть корпуса. И за счет этого часы как раз и выглядят не винтажно, и они как раз выглядят более универсально. Я бы сказал, вот как раз толика может быть, вот опять же в моем понимании спортивности, прям чуть-чуть, знаете, как поперчить или посолить суп, а она как раз здесь. Я знаю, что многие сейчас напишут, спорт это G-Shock. Но ведь есть люкс-спорт, да, и как раз есть вот такой чуть-чуть, когда его немножко добавлено в это блюдо. И здесь как раз вот этот вот уголок, он прям играет сюда. Знаете, я вот смотрю сейчас, я вижу каждый всю пальцы, я вижу свое абсолютное отражение. Это, конечно, просто бомба, да. Снимать их трудно, но смотреть на них невероятно приятно. Еще обязательно вставлю, конечно же, макро, где вот эти цифры на циферблате, это потрясающе. Они объемные, они трехмерные. Это цифры, кусочки стали, да, которые полностью вот так выточены, да, из этого куска стали, это, конечно, выглядит очень здорово.
Но здесь все полированное. И метки, и стрелки, и цифры, да, вот эти. Все абсолютно. Поэтому, конечно, каждая грань начинает отражать все вокруг себя. Ну так вот, знаете, максимально, конечно, примитивный тест, но насколько красиво, да, как будто бы, опять же, смотришь в зеркало, отражает эти грани надпись моего логотипа на визитке, да. И так абсолютно везде. То есть там нет каких-то искажений, несмотря на то, что поверхности не абсолютно плоские. И это, кстати, тоже фишка, которая отличает именно высококачественную швейцарскую отделку, потому что проще всего, конечно, на плоской поверхности, граненой, да, когда вот делают некоторые производители, не будем показывать пальцами, они из Японии, и они делают на плоских поверхностях идеальную полировку. Но это сделать просто, когда у вас она не полностью именно ровная, а она с изгибом вовнутрь или вовне. И когда вот эта поверхность отражается как в зеркале, вот это вот, конечно, шик. Это, конечно, круто. Вот Жижель Культер делает такую полировку, Patek делает, Vacheron делает. Ну, вы поняли. По циферблату, да, здесь читаемость на высоте, хотя понятно, опять же, из-за того, что здесь все полированное и он достаточно темный, здесь очень сдержанный, спокойный, густой, темный синий цвет. И когда искусственное освещение, то, может быть, он кажется не так хорошо читаемым. Кстати, я вижу, здесь явно не хватает все-таки антиблика. Хорошо было бы его видеть и внешне, и внутренне. Но некоторые бренды, кстати, и тот же Rolex, да, уж про него тоже вспомним, не любят почему-то делать много антиблика. Не знаю почему. Так вот, читаемость на циферблате шикарная, потому что, в принципе, здесь только 3 стрелки и дата. Дата с синей подложкой, поэтому гармонию не очень-то сильно и портит. Ну и плюс аккуратно они вписали ее в метку 3 часа. И у нас несколько меток накладные цифры, да, без люминофора, и несколько меток, которые прямоугольнички с люминофором. Дальше такая своего рода железная дорога идет по внешнему радиусу, она также идет по внутреннему радиусу. Что интересно, для часовой у нас стрелки есть, соответственно, метки, потом у нас есть для минутной стрелки разметка и также для секундной. Ну, в общем, в этом плане циферблат получается достаточно насыщенным. Как раз вот эта насыщенность, что у нас несколько шкал, да, разные цифры, как раз эти часы вот такие вот на грани, да, то есть это как раз делает эти часы универсальными, ну и, может быть, для многих не такими скучными, как классический трехстрелочник, где, допустим, просто есть, ну, напечатанные, например, цифры. Конечно, красота здесь и не только спереди, но и сзади. И сзади превосходное, потрясающее качество отделки по механизму. И на такой механизм приятно не только смотреть издалека, что называется, как часто в магазинах советуют. Вы смотрите с 30 сантиметров, все будет красиво. Но в него можно смотреть и в лупу. И там абсолютно то же самое. Там все прекрасно, потрясающе и приятно посмотреть. И знаете, конечно, многие напишут в комментариях к этому ролику, а типа зачем вот показывать часы за 10, за 15 тысяч долларов, мы там покупаем в Севастоке. Но это же, знаете, это как вот вы пришли в красивый магазин там, или в музей тем более, посмотрели красивую вещь, собственно, почему нет? Да? Или вы, например, ездите на Volkswagen, вы же можете посмотреть видос Ferrari на YouTube, это же тоже вызывает интерес. И то же самое с часами. И, кстати, я не всегда понимаю, почему именно вот на дорогих часах очень часто много хейта. Хотя, мне кажется, наоборот таки, если это дорогие, хорошо сделанные часы, это же больше как предмет искусства. И как раз на них и стоит смотреть, как на некий такой своего рода предмет искусства. Кстати, набрал тут на Джуме себе ремешков тканевых. Знаете, всегда их достаточно тяжело найти, особенно в версии, где есть система быстрой замены. Ссылку оставлю в описании к ролику, если кому интересно. Ремешки очень даже неплохие, они все 500-600 рублей. Есть разные размеры и такие пухленькие, плотненькие, неплохо сделаны. Хорошая вот эта вот аккуратная ткань. Я думаю, что с учетом того, что тканевые ремешки в принципе они не такие уж и долговечные, но я задолбался их искать где-то у нас, да, и вот случайно абсолютно нашел на Джуме. Очень даже неплохие. Кстати, в комплект практически со всеми еще и напихали мне и шпильки, и инструмент. В общем, в хозяйстве пригодится. Вот так вот, нежданно-негаданно, вполне себе приятненькие ремешочки. Ну что же, циферблат, как видите, он тоже непрост, и синий цвет здесь неоднородный, то есть у нас есть разная фактура на вот этом кольце внешнем, где
часовые метки, и внутренняя часть, она уже другая. Да. Если здесь вот солнечные лучи у этого кольца, то у центральной части здесь уже нет солнечных лучей. Маленький-маленький нюанс. И посмотрите еще на внешний вот этот ободок, где идет секундная разметка. Там тоже такие уже идут у нас круги. Поэтому маленькие микродетали, которые можно увидеть даже не всегда невооруженным глазом не видишь, они здесь проявляются. И знаете, еще интересно, когда смотришь на эти часы в макро, особенно в лупу, то вот тот факт, что здесь грани отражают абсолютно каждый лучик света, иногда кажется, что это царапинка или пылинка, но потом присмотришься лучше, и ты понимаешь, что это просто грани ловят абсолютно все, что на них падает. Вот смотришь на цифру 2, вроде бы вот здесь с внешней стороны какая-то царапина. Нет, поворачиваешь, а царапины никакой нет. Это просто настолько классно все отполировано, что оно отражает абсолютно все. И это, конечно, просто потрясает, когда в деталях смотришь на эти часы. Ну и что хочу сказать по итогам. Да, с одной стороны модель достаточно дорогая, с другой стороны, а давайте посмотрим. Здесь шикарнейшая отделка, здесь ручной труд, здесь потрясающее качество и высокие характеристики. И в принципе, да практически любая модель Rolex, базовая, даже базовая, она стоит примерно так же, как эти часы. Но Rolex делается полностью на бездушных станках, а Vacheron Constantin это бренд просто на несколько голов выше. И здесь уже, знаете ли, как мне кажется, ценители часов должны задуматься, а те ли бренды в основном покупают люди, которые, может быть, не так хорошо и тщательно разбираются в качестве, истории и отделки часов. Хороший, наверное, момент, чтобы задуматься об этом. И, конечно же, пишите в комментариях, как вам эти часы, что еще из люкса, может быть, где-то отыскать и попробовать вам показать. А на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.